При равноускоренном движении в состоянии покоя тело проходит за пятую секунду 90 см. Определите путь тела за седьмую секунду. Так нам известно, что тело проходит за пятую секунду расстояние 90 см. Это за пятую секунду. Определить, какое расстояние он пройдет за седьмую секунду. Путь прохождения тела. Это я обозначил секунды. Это у нас путь первый за первую секунду, за вторую секунду, это за третью секунду, за четвертую секунду, за пятую секунду, за шестую секунду и за седьмую секунду. Известно, что это пятая секунда, тело проходит на 90 сантиметров. Но до этого тело прошло расстояние вот такое за 4 секунды. Чтобы узнать, сколько тело проходит за пятую секунду, а нам неизвестно ускорение, нужно от этого расстояния отнять вот это расстояние. Обозначим это расстояние L5. Это тело проходит за все 5 секунд. Будет равно А5 в квадрате делить на 2. Это тело прошло за 5 секунд. А за 4 секунды сколько пройдет тело вот это L4? Будет равно А, что на 4 в квадрате. Время делить на 2. Теперь мы можем отнять вот эту разницу L5 минус L4. L5 это у нас все, а L4 у нас вот это все. Итак, L5 минус L4 будет равно S5, 90 см. Либо равно 25А делить на 2 минус 16А делить на 2. Итого получается, выносим за скобки А делить на 2. 25 минус 16 получаем 9А делить на 2. То отсюда можем определить, чему же равно А, поскольку вот такое выражение получилось. S5 же у нас равно 90 см. То есть S5 равно, получается, 9А делить на 2. Но 9 это секунды в квадрате, потому что А это сантиметры на секунды в квадрате, например. Ну давайте размерность напишем отдельно. Равно вот это 9. 9 это же мы получили от квадрата секунды в квадрате, что множится на А делить на 2. Это сантиметры. И равно 90 сантиметров. Теперь, если мы А на 2 разделим вот это значение, мы получим А разделить на 2 равно 90 сантиметров делить на 9 секунд в квадрате равно, сократим 10 сантиметров на секунды в квадрате. Отсюда А равно 20 сантиметров на секунды в квадрате. Мы получили ускорение, с которым движется тело по вот этому участку. Ну, теперь точно по такому же принципу мы можем сработать, если узнаем расстояние L7, сколько прошло тело за расстояние L7, и за расстояние L6. Напишем так. L7 равно. L7 это все расстояние от нуля до самого конца. А ускорение, что множится на что? На 7 секунд в квадрате. Делить надо. Это все расстояние. L6 равно чему? А, что множится на 6 секунд в квадрате. Делить надо. Это расстояние вот от нуля до вот этой точки. За вот этих 6 секунд. Ну, теперь, если L7 от этого расстояния отнять вот это расстояние, L7 отнять минус L6, это у нас что будет? Это у нас будет вот это расстояние L7. S7. Теперь, зная вот эти значения, мы уже посчитали, S7 можем написать равно А на 49 секунд в квадрате делить на 2 минус А на 36 секунд в квадрате делить на 2. Что можно вынести? А можно вынести за скобки. Секунды в квадраты вынесем за скобки. Давайте так. И двойку можно вынести за скобки. Равно, что мы можем повыносить, как обычные множить. А делить на 2. И секунды в квадрате здесь напишем. В скобках будет 49 минус 36. Теперь мы поставим вместо А значение его 20 сантиметров на секунду в квадрате. 20 сантиметров на секунду в квадрате. Тут напишем одну, вторую. Еще здесь секунды в квадрате. Секунды в квадрате у нас сократились сразу. В скобках будет 49 минус 36. Равно. Двойку можно сократить. Это будет 10. Смотрите, получается. Вот эта двойка с двадцатками сокращается. Сантиметров. Что множится на сколько? 49 минус 36 это будет 13. Мы получили 130 сантиметров. Аккуратно работая с именуемыми величинами, мы получили именно сантиметр. Поэтому S7 равно 130 сантиметров. Мы можем превратить в метры, естественно, 1,3 метра. S7 у нас будет равно 1,3 метра. Последовательно, вычисляя вот эту разницу, понимая о том, что мы можем рассчитать весь путь, чтобы не загромождать себя там разными слишком сложными операциями, можно от этого расстояния отнять это расстояние считается просто. Получили 130 сантиметров.